Всем привет! Наверное, мне надо немножко пояснить заставку к этому видео. Помните, был такой фильм «Сумерки» и его сиквелы? Фильмы были сняты по книгам Стефани Майер про вампиров, оборотней и необычную любовь вампира и обыкновенной девушки. В общем, тинейджерское кино. Не спорю, когда впервые вышел фильм «Сумерки», он мне тоже очень нравился. Почему же я сейчас говорю об этих фильмах? Да, потому что место действия этих фильмов в штате Вашингтон. А именно... В штате Вашингтон под покровом туч и за пеленой дождя есть городок Форкс. Туда я и переехала. Город Форкс, в который переехала Белла, главная героиня, резервация индейского племени Квилетов, в которой жил ее лучший друг, и лес. Много вашингтонского леса. Впереди едет очередной лесовоз. Мы придумали игру на пути Форкс. Кто первее увидит лесовоз, говорит деревяшка. Их тут очень много. Развлекаемся, в общем, по пути. Вот те горы, это уже Канада. Вернитесь. Озеро Кресцент. Красиво. Не нашли пляж, просто остановка около дороги. На каяке здесь, конечно, очень классно. Да. Вода прозрачная. Конечно, просто так во все эти места мы бы, наверное, не поехали. Но в параллель с этими местами находится такая красивая природа, как Олимпик Нэшнл Парк и побережье Вашингтона. В Олимпик Нэшнл Парк есть место под названием Hawk Rainforest. Считается, что именно это место послужило Стефани Майер вдохновением для описания леса в книгах. Но, как видно из названия, в этой части у нас все идет не по плану. К тому времени, как мы добрались до Hawk Rainforest, мы уже были довольно уставшие и совершенно не намеренные болтаться по лесу несколько часов. К тому же, по фотографиям из интернета, ничего особо нового и суперинтересного, того, что нельзя пропустить, не обещалось. Здесь тоже очень даже неплохо. Огромные папоротники. Мне по пояс. Огромные деревья с мхом. На подъезде к Rainforest, увидев, что въезд в него тоже платный, мы подумали, что мы погуляем где-нибудь до въезда. Скажу честно, что после летних кемпингов у меня немножко поубавился пыл к путешествиям на несколько дней с ночевкой. Но снять Airbnb была очень хорошая идея. Я уже очень давно так не отдыхала. Не открывается, да, Саня? Вылезай. Нашли. По сравнению с кемпингом у Сони совершенно не возникло проблем с засыпанием и последующим сном. Было тихо и темно, так как это не палатка, а комната. И еще удачной идеей было взять с собой видеоняню. Доброе утро. У нас тут на кухне яйца прямо из-под курицы. Класс.
хорошо. Здесь две полки с продуктами, которые можно использовать. То есть молоко, йогурт, вода, масло, соки. Да, очень неплохо. Ты тут? Заходи. Карта пролива. Это как раз примерно где мы находимся. В Порт-Анджелесе я изначально искала жилье. Мы где-то вот не доезжаем. Ехать будем в эту сторону. Форкс где-то здесь. Вот тут. А вот это пролив и уже граница с Канадой. То есть вот это уже Канада. Виктория очень красивое место, говорят. Мы туда сейчас пока не можем съездить. У нас нет виз и у нас нет грин-карты, по которой мы могли бы спокойно передвигаться в Канаду и из Канады. Да, так вот, из-за того, что это граница, здесь нигде нельзя летать, к сожалению. Очень красивые места, побережье, но нет. Do you have any people coming which are crazy fans? We do have some people who are big fans of Twilight come through, yes. They turn our homes into ashes. We fled out the back door. We ran towards the city lights. Oh, the city lights. Стоит такой вот домик, написано, что это дом слонов. На самом деле мы находимся вот на такой улице, совершенно не похожей на то, что было в фильме. Ну, короче, такое себе. В общем, вот так выглядит все в городке, который самый сонный городок в мире, но про него написали тинейджерский роман. Пойдемте зайдем. Just to stay alive. Кошмар какой. When we're done with this city, we're going back to the hills to take it all back somehow. Forks High School, школа. Тоже не особо похожа на то, что было там. Мой первый день в новой школе. Март, середина полугодия. Мы приехали в Форкс, но оказалось, конечно же, что ничего тут не было заснято. И даже есть статья самого автора о том, что Форкс она выбрала просто по количеству осадков за год. Я не знаю, если у них все лето было такое же, как вот сейчас, то очень сомнительно. Мы всю жизнь избегаем солнца. Люди бы поняли, что мы другие. Весь светишься. Погода разгулялась, и Калины исчезли. Фанатам, если кто есть прям фанат «Сумерек», то это надо ехать в Орегон. Почти все снималось в Орегоне. Вот такие грузовички. Вот такой, как был у Беллы. Или почти такой, как был у Беллы в фильме «Сумерки». Ну, это, конечно, не тот же самый, но похож. Вот это мне, кстати, больше нравится. Visitor-центр, вот они стоят около Visitor Information Center. Опять здесь везде эти плакаты страшные. Написано, что пляж Лапуш closed, закрыт, потому что закрыта вся резервация билетов. Ты меня преследуешь? Ты в моей резервации. Калины сюда не суются. Почему Калины сюда не суются? Ладно, ты знаешь, что по легенде квилеты – потомки волков? Что? Так, мы на Риалто-Бич, не на Лапуш, потому что Лапуш закрыт. Но это с другой стороны от скал. Вот с одной стороны у нас Olympic National Park, а с другой стороны резервация билетов. Я, пожалуй, одену-ка капюшончик. Что-то тут брызгается очень.
Мне очень тут нравится, прям очень. Соня очень боится волн. Я Вот знаю. вроде ей не дует, ей нормально. О, здесь даже пол вымощен. Океан почему-то дает какое-то ощущение свободы. Да. Очень странно, невозможно объяснить. Мне очень жаль, что Соня боится волн, но они действительно очень большие. Из всего того, что она раньше видела. Потому что я бы, конечно, еще посидела прямо у волн, посмотрела бы на них. Это круто. На самом деле я была очень рада, что записала свои впечатления от океана сразу же. Потому что, когда пересматриваешь фотографии и видео, этих ощущений уже нет. Это именно тот случай, когда лучше увидеть вживую. Я пока не знаю, как побережье Вашингтона выглядит без тумана, но то, что происходило в тот день, это было настолько нереально, лучшего слова, чем эпично, я бы не смогла подобрать. Quiet like a dove, you're whispering a symphony unknown, breathing the breeze and trying to grow, lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. The breeze in the sky. В итоге от этой поездки мы получили большой прилив сил и энергии. I'll stay till dawn. Давно я уже не пользовалась такими штуками. Потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, как ставиться на паузу. Так, тут гостиная. Совершенно шикарные двери и выход на внутренний дворик. А, чё уж там, пойдемте, покажу сразу. Мне очень нравится этот внутренний дворик. Терраска такая уютненькая. И, кстати, еще есть вот такие уединенные места. Очень здорово. Вообще территория, конечно, шикарная. Не знаю, каких трудов им стоит содержать эту территорию. Вот это главный вход. Вчера вечером я снимала как раз вот эту террасу в лучах заходящего солнца. И сейчас утро. Петухи поют. Гостевой цветочный сад. Крис и Рик — это владельцы как раз. Написано, что можно у них попросить камушки и краски и что-нибудь нарисовать. Вон какая красота. Кто-то постарался. Вчера вечером разговаривали с хозяином этого дома. Он сказал, что у них 6 детей. Они вырастили 6 детей. Ну, вернемся обратно в дом. Прикольно тут. Окна в крыше. Зона столовой. За столовой кухня. Вот это одна часть кухни. Здесь стоит все для завтрака. Кухня прям шикарная. Большущая кухня. Тут огромная плита. И над ней кран с водой. Я сначала вообще не поняла, зачем это. Потом вот мне муж объяснил, что если ставишь огромную кастрюлю с водой, чтобы не таскать ее от раковины. Это же просто гениально. В общем, тут вот много всяких приспособлений. Для посудомоечных машин. Раздельный сбор отходов, естественно, для Вашингтона. А еще на полу мягкие коврики. Они немножко пружинят. И это, видимо, для того, чтобы спина меньше уставала. А за кухней гостиная.
О, свет включим. Вот такая гостиная и выход как раз на террасу. Кукусик. Это хозяйское помещение, лондри. Этим можно пользоваться. Нет, это общее помещение мне вообще очень нравится. Единственное, что тут хорошо, что у нас Соня уже выросла, умеет по ступенькам забираться. И ей прямо это очень нравится теперь. Покажу вторую комнату сейчас, потому что в нашей комнате уже полный развал. Эта комната побольше, и я думаю, что стоит она тоже подороже. Тут все примерно то же самое, только чуть-чуть побогаче, скажем так. А у нас получается вот примерно такое же помещение с туалетом и душем. Идем снимать курочек. Совершенно неожиданно в этом домике оказались еще и курочки. Ну, не в этом, а в курятнике за домом. И, кажется, на завтрак будут свежие яйца. Близко не подходи. Они могут клюнуть. Смотри, идут за тобой. Еще здесь есть садик небольшой. Это, судя по всему, одна из хозяйских машин. Старенький «Шевроле». Очень классный.